Я не сторонник ни насилия, ни разлада. Да я и вовсе не приверженец подобных ушлых схем. И нам ни в коем случае нельзя, как было, шашки наголо и с криком «Бля, ура!». Но вразумить и обезвредить главного вора и жить счастливее, спокойней и сытнее станет всем. Я от жизни не жду ни богатства, ни роскоши вздорной. Восхищаться подольше прозрачностью синего неба. Доводилось бы в доме хоть корочка белого хлеба, а икра, так и быть, пускай будет черной. А мы с Китаем дружим крепко, мы схожи, как Ильича и Мао кепка. Мы бревна вагонами исправно им шлем. Они нам спирт, и мы его пьем. В телевизоре программа про военные успехи, как ресурсы охраняют летчики, танкисты и морпехи. Помогут всем, но поэтапно. Мужиков по этапу в урановый грот. Бабам с детьми положен им рот. Не прилетит волшебник-друг, и ничего он не подарит. Да и немыслимо, что вдруг нам кто-то положение поправит. И, устремляя в вечность взор, чего-то там еще желая. Уж на подходе долгожданный ревизор, но и, конечно, не из рая. Расскажите, друзья африканцы, как меняли галоши на сланцы, как топтали горячий песок прям в галошах, без носок. Как фастфуд и деменция. Что хотели, то сбылось. У него импотенция, у нее фригидность. Отказался елбасы от заморской колбасы. Нарезать пытались сечу. Нет, уж лучше с Минска молоко, да с русской гречей. Умные рожи с экрана, прямо с утра, прямо рано. Зерна пророщенные жрать предлагают. Болячек от этого вообще не бывает. Больше не надо сеять зерно. В пророщенном виде полезнее оно. Жизнь такова, сказали небеса. Зажав в руке синицу, ты и журавля пытался заключить в объятия. Не слушал наши голоса, так получай же утку под кроватью. Граждане иллюминаты, дайте денег до зарплаты. Как начислят мне зарплату, все верну вместе с лопатой. Инвестируя в «Газпром», чуть-чуть оставь для похорон. О, сколько нам открытий чудных предложат ухотерапевты всех мастей, и низкосортную лапшу повесив, остаются неподсудны, как и региональные уполномоченные от властей. Из пальца высосанной догмой терзают подростковые умы, и сбоку на бок Фрейд в могиле томной переворачивается от этой кутерьмы. Депутату кандидат предоставил свой мандат. Ведь без этой процедуры не пройдет кандидатура. Завопил электорат, и мы желаем познать сей мандат.
Хороший у вас план, товарищ Жуков. Да, это план Барбаросса. Отсыпьте мне немножко, только Барбароссе не говорите. Научили дудеть в свисток, когда из канавы тащили. Да резиновой палкой на щи зарабатывать научили. Жила собака у попа, зело проворно и отчасти не глупа. Собаку ту пленил кусочек мяса, беспомощно свисавший у попа под рясой. Великим голодом казался ей Великий пост. Инстинкт, рефлекс, ну и, конечно, за такое на погост. Толпа, подробностей не ведая, кляла попа, как подлую скотину, убившего премилую, изголодавшуюся животину. «Эй, красавица, загляните в шорты! Да не в эти, а в те, на YouTube-канале. Ну, ладно, смотрите в эти. Что? Давно о таком мечтали? Полюбили девки за мои карие глаза, а когда чуть-чуть подрос, сказали дружно: «Во барбос!» А я в галошах, ну наядренно в ушах, и в Абибасе уже который год. И все же, братцы, недоволен. Конечно, тот, кому не до воли. Бля. А я доволен. Я на воле. Когда в тайге, на речке, в чистом поле, где ароматами благоухает матушка-земля. Мы больше не будем делать галоши. Да здравствует Путин, он, хороший. Мы будем делать теперь нихуя. Да здравствует наша родная страна. Позорищу, как видели все граждане сначала, летающая кепка стала, запущенная с перепуга Мишей, и, не достигнув цели, вернувшаяся бумерангом Миши прямо в крышу. Потом фанфары, стильный выход. Под куполом посмеивался в ожидании Мишин приход. Первое время Саша грустил и для веселья пару плюх от Миши пропустил. После ответил слегка: «Ну надо же драться!» Миша с трудом на ногах удержаться, с дрожью в коленях, но все-таки смог. Саша направил еще раз тычок, затрясся мастодонт, как холодец. В глазах мелькнул безжалостный писец, а после из-под купола спустился приход. Мишаня медленно поднялся и давай искать из ринга выход. Тут Миша вспомнил о кукушке, внезапно упорхнувшей, пока Миша был в отключке. «Ну, Саша, не слабо же ты подкачал, ведь ты же Мише космос обещал, а он теперь как в масле кусок сала, метет пургу с любимого телеканала». Ведь занял цельный час эфира, и РЕН-ТВ становится подобием сортира. То Миша в проруби не может утонуть, то по лесу крадется, чтоб кукушку не спугнуть. И вот что, Саша, объяснять тебе придется. Кукушка к Мише больше не вернется. За каждым крупным состоянием таится преступление всегда. Но не за каждым преступлением, однако, приходит состояние, друзья. Нахлебались несолоно, кто рукой, а кто вилкою, и как цепью все скованы, в магазин за бутылкою. За окошком мальчик Вова на окраине шалил. «Мама Беркель, что ж такого?» — Вова говорил. И сказали дети дружно, подбежав к окошку:
Этот мальчик нам не нужен. Он дурак немножко. Всех важней, сказала Ната. Мама вагоновожатый, потому что до зацепа водит мама 2 прицепа. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Всех важней, воскликнул Алик. Мама, что в тюрьме охранник. От запора до запора водит мама по 2 вора и встречает прокурора до оглашения приговора. Хочешь быть членом? Тогда предоставь мандат в развернутом виде. Ведь ты кандидат. Предположим, ВВП снизил министрам зарплаты. Они разбежались и похватали лопаты. Или они убегут на Запад, где не хватает российских министров, спортсменов, певцов и артистов. Зачем ты греешь, Монако? Я тут замерз, бля, как собака. Платили же зарплату шпингалетами. И нынче времена-то настают лихие. Так может и я налог на мусор, котлетами, вчерашними, но отбивными. Не торопись, пись, пись, а умудрись, дрись, дрись. Что делаешь? Если миром правит вор, а небесный прокурор спит в оглоблях круглый год, или взятки он берет, обращайтесь прям туда. Сами знаете куда. Где кипит работа наша, где в котлах не варят кашу. Не стесняйтесь, вас поймут и желания учтут. У одного, у Сашки, встала поперек какашка. Протолкнули хором. Не бывать запором. Эй, брат, да ты не ссы! Со стороны Кремля услышал елбасы. Скорее, братцы, тут пиздец фугасит. Уж 3-й день меня елбасит. 9 утра, и вакцина на месте. По 200, друзья. Ну, конечно, по 200. Приснился сон, возможно, вещий. Ко мне явился бес зловещий. Короткий выдал монолог. Коронавирус, вам урок. Предотвратить порубки леса. Чертями создана завеса. Границы на замок заприте и на соседские страдания смотрите. Продолжите леса рубить, тогда и вас начнем губить. Весенняя охота в масштабах всей страны напоминает гражданам о слугах сатаны, чтоб каждый призадумался, ощипывая птичий хвост. Что отдал за лицензию, когда идет Великий пост? Обучили пилотов китайских и корейских, потом вьетнамцев, а своих подростков-засранцев трактористами быть позабыли. Обучили ходить их по шопам, продавать, что найдут в канаве, да вертеть покрасивее жопой. Жопа в тренде на каждом канале. Рука об руку хлопали, кто с колен, кто на корточках,
и фастфуд дружно лопали в разноцветных оберточках. Говорила бабка деду, я в Америку поеду. Ах ты старая пизда, туда ж не ходят поезда. А сейчас я предоставлю вашему вниманию показатель уровня ученой степени диванного эксперта. Академик. Российские менты, большие животы, а в Америке копы, у них большие жопы. Говорят, что анунаки злые, сука, как собаки. Рептилоиды добрее. Раз поел, потом полгода млеет. Уверенность в завтрашнем дне необходима народу. Сегодня и завтра на дне. Стабильность, прорыв и свобода. 2 соленых огурцов хватит, чтоб засунуть коммуната в жопу. И немало удальцов убегут в Европу. Пятница. Фотоет. А сегодня пятница, да. А Сережа ценит дружбу и несет исправно службу. И башка же не болит беднякам тулить кредит. Он хоть парень и безрукий, но кредитные науки впаривает тут и там. И совсем не за 100 грамм. И помалкивает о подводных-то камнях. Да, воды не пить с лица. Но после двое из ларца, как появятся в двери, то хоть ори, хоть не ори. Но изымут все до нитки. Им нельзя терпеть убытки. Россию подняли с колен и усадили на корточки. Подуло ветром перемен с открытой настежь форточки. Ко мне посредник приходил и предлагал услугу помочь надеть презерватив, пока я жду подругу. В телевизоре моем шла пресс-конференция. Обсуждали долго, бля, что же есть деменция. А это баба Лида, наш сельский пресс-секретарь и комендант в одном лице. Царь-чекист и поп-чекист. С уважением, антихрист. Дорогие соотечественники, а многие уже заметили, что россиянам трудно выговаривать букву «О». Они говорят: включайте радио, смотрите видео. Йоговые свидетели сразу не заметили, что друзья из Opus Dei всех мудрее и добрее. Обещают благодать всем. Ети их мать! По земле пронесся свист. С уважением, антихрист. Диакон сельской из Бурятии заботливо детишек заключал в объятия. Со словом Божиим и старанием учителя склонял блаженный малолетних чад к соитию. «Ты будешь секс?» — спросила Зоя. Игорь понял. Супа нет. Володенька, дорогой, ты наш. Ну, когда уже к нам газопровод протянут? Там одна девочка в Москве говорила, что в России уже дровами не топят. А мы тогда где живем, а, Володенька?
Депутаты в этот раз, не скрывая уж от нас, отчитались в прибылях и народ послали нах. Иди полоскай. Ну, давай полоскаю. Товарищи, товарищать умели. И чад своих успели научить тому же. А после сами очумели, как научили нас. Но эти пояса тянуть потуже. Жила собака у попа, зело проворно и отчасти не глупа. Собаку ту пленил кусочек мяса, беспомощно свисавший у попа под рясой. Великим голодом казался ей великий пост. Инстинкт, рефлекс и на погост. Подробностей не ведая, толпа кляла попа как подлую скотину, убившего примилую, изголодавшуюся животину. Сделали дело, гуляли смело, по кабакам всю водку смели, и в тот же вечер нас замели. Лапшу домашнюю с сардиной, да с рататуем. Едим с женою мы вдвоем. Любимая, как водится, все вилкой понемножку. Я все подряд. Ну и, конечно, ложкой. А вы попробуйте хоть раз сказать за утренним, за чаем: «Эй, Люцифер, ну, посетите нас, мы иногда по вам скучаем. Голубчик, привнесите в нашу жизнь того, чем вы неистово горите. Дружок, ведь вы несете свет. Ну, так и нам немного принесите. Ну, воссияйте же хоть раз огнем до подлинного Херувима. Мы столько сделали для вас и остаемся вами же раним. Тот, кто в детстве жрал говно пальцем или ложкой, тот снимается в кино. Ну, как тот, Сережка. А тот, кто жрал говно рукой и доедал за брата, тот, ребята, ну, скажите, кем стал депутатом? Харас был мент, а Инна — агент. Не итог подводя и не охая. Так, кирпичик для мироздания. Есть царь-пушка у нас, есть царь-колокол. Да из камня резная царь-ванна. Но с рукою на сердце, прям к Молоху. Ну, скажи, не хватает же царь кальяна? Сегодня я не пьян. И ты, смотрю, я тоже. Сегодня царь кальян с утра принес Сережа. Всевышний рот чертям не затыкает, деяниям их препятствий не чинит. И дьявол крылья ангелам не подрезает, и бесам тоже делать не велит. Лишь только люди, истинные дети Бога, все вопреки велениям Творца, воруют, убивают и лишают слога. И, видно, нет деяниям их конца. Приснился сон, возможно, вещий. Ко мне явился бес зловещий.
Короткий выдал монолог. Коронавирус вам урок. Предотвратить порубки леса чертями создана завеса. Границы на замок заприте и на соседские страдания смотрите. Продолжите леса рубить, тогда и вас начнем губить. Мэры в Панамере, дьяки в Кадиллаке, губеры на бумеры, и только у гаранта желтенькая Лада Гранта. Ай да мэр в Краснодаре, как гиперракета. Только вот вроде был, и его уже нету. Едут артисты, едут певцы, едут политики и подлецы. По Куршавелям, Флоридам, Канарам возят оттуда болячку за даром и заражают невинный народ, чтобы на лоб прилепить QR-код. Не затронуть бы чьи-то чувства вместе с банковским счетом сразу. Тлеют угли, и мне так грустно. Газу! Срочно мне дайте газу! Мы больше не будем делать галоши. Да здравствует Путин. Он, бля, хороший. Мы будем делать теперь нихуя. Да здравствует наша родная страна. В могучем прорыве, сжигая Сибирь, мы бревна меняем на ценный имбирь. Страна велика, а правитель хороший. Мы к Марсу придем, все в китайских галошах. Эй, вы там, в Ватикане! Я-то тут, на диване! Нахлебались несолоно, кто рукой, а кто вилкою. И как цепью все скованы, в магазин за бутылкою. Товарищи, товар искать умели, и чад своих успели научить тому же. А после сами очумели, как научили нас. Но эти пояса тянуть потуже. Я в 100-й раз скажу, такое уж бывало. При этом повсеместно и давно. Мы удобрение великое, когда нас мало. А вот когда нас много, мы обычное говно. Я стою такой унылый, предаю себя стыду. Хулиганы дали в рыло у прохожих на виду. Был бы я резвей и легче, не в таких больших летах. Убежал бы я при встрече на здоровых-то ногах. Будь я малость помоложе и здоровый, как амбал, я бы дал в ответ по роже и закончил бы скандал. Но они намного шире, без морщин и без седин, и к тому же их 4, ну а я всего 1. Плюс последствия гастрита, простатит и диабет, и пришлось достать мне биту, арматуру и кастет. Получилось как-то глупо, неудобно, видит Бог, но лежат 4 трупа у моих артритных ног. Жить и жить могли бы ребята, если б я был молодой, только ж я не виноватый, что я старенький такой. Губернатор мэра отчитал за то, что тот, ну скажем мягко, попросту на все насрал и не убрал. Да хорошенько, не по-детски навалил. И губер время ему дал, чтобы отчет составил или чтоб свалил. Немалым гневом распалялись губера уста. Мэр пожимал плечами. Ведь казна-то уж пуста. Любой чиновник знает, что важнее не руководить, а в сложной ситуации руками разводить. Все как в той басне, пока повар на кота орет, кот, не теряя аппетита, слушает внимательно и жрет. Народ, конечно, недоумевал, а экспонат музейный с лентою заряженный скучал. С плазменных экранов, с глянцевых журналов дети депутатов
Дети генералов рисуют господина, как Васнецов картину, изящную доктрину, в объятия заключив, отверткой в спину, испепеляя взглядом пылким, шагают по трупам мимо бутырки. Ни вздохом, ни словом ты им не фыркни, миллиардеры и миллиардырки сидят в кабаках и сплевывают, в зубах ковыряясь серебряной вилкой, расфуфыренные, размалеванные миллиардеры и миллиардырки. Ha ha ha!